Лето 1014 года. Древняя римская дорога Виа Игнатия. Пыль здесь не оседает неделями. Если смотреть с холма, кажется, что к горизонту медленно ползет гигантская серая змея. Забудьте про сверкающие доспехи и лес копий. Война в XI веке пахнет немытыми телами, конским потом и дегтем. Император Василий II из Македонской династии выводит элитные полки тагом в свой решающий поход. Но 3/4 этой колонны вообще не солдаты. Это плотники, кузнецы армиллинарии, ветеринары, погонщики и чиновники. Настоящий мобильный город. Он перемалывает тысячи тонн ресурсов только ради того, чтобы тяжелая пехота, скутаты, смогла на 2 часа сойтись в рукопашной. Секрет выживания Византии скрыт именно здесь. Победы куются не мечами. Они просчитываются в душных кабинетах логофета Дрома, имперского министра коммуникаций. Логистика — это жестокая математика. Ошибка в расчетах здесь означает тысячи смертей. От жажды или дизентерии, а не от болгарских копий. Дороги были кровеносной системой империи. Перебросить армию от сирийской Антиохии до Балканских гор — это задача для инженеров, а не для героев. В идеальных условиях все работало как часы. Вдоль главных трасс стояли гигантские базы снабжения, аплекты, вроде Малагины в Вифинии, и регулярные почтовые станции, митотоны. Шаг между ними — ровно 1 дневной переход, около 20 километров. Армия двигалась от точки к точке, где местные губернаторы, стратеги Фем, уже приготовили фураж и стада на убой. Математика войны — это голые цифры. Килограмм сухарей и 3 литра воды на человека, 5 килограммов ячменя и 30 литров воды на коня. Каждый день. Армия в 20 тысяч солдат и 10 тысяч лошадей съедает 60 тонн продовольствия в сутки и выпивает 300 тонн воды. Просто для того, чтобы не умереть на марше. Нет воды — через 3 дня армии не существует. Основа классического византийского обоза — каррура. Тяжелый 4-колесный воз и пара валов. Они тянут до полутонны груза. Палатки, походные кузницы, разобранные камнеметы, бочки с соленым мясом. Проблема одна — это мучительно медленно. Скорость колонны всегда равна скорости самой медленной телеги в хвосте. Бюрократия контролировала все. Офицеры скрибоны фиксировали каждый выданный кусок сыра и каждый литр фуски, дешевого винного уксуса для обеззараживания воды. Эта сухопутная флотилия растягивалась на километры и была критически уязвима. Поэтому фланги обоза непрерывно патрулировала легкая конница — трапезиты. Пока армия шла по равнинам Фракии, это был паровой каток, медленный, неотвратимый, перемалывающий все на своем пути. Но горы все ломали. Кампания 986 года обернулась катастрофой. В битве у Трояновых ворот царь Самуил навязал византийцам войну на истощение в глухих ущельях Ихтимана. Широкие карруры намертво застревали на узких горных тропах. Сломалась одна ось, встала вся многокилометровая колонна. Болгары не давали открытых боев. Они применяли тактику глубокого рейда, жгли пастбища, травили колодцы гниющими трупами, били из засад. Тяжелая византийская машина встала. Запасы иссякли. Лошади начали падать от истощения. Солдаты пили грязную воду и массово слегли от инфекций. Отступление превратилось в бойню. Обоз бросили. Молодой Василий II чудом избежал плена. Голод и горы победили римскую военную школу. Это поражение заставило империю измениться.
Генералы, изучая суровые трактаты о малой войне вроде «Девилитационе Беллика», поняли — тяжелый обоз — это якорь. От деревянных телег начали избавляться. Их заменили сагмарями, вьючными мулами. Мул несет всего 100 килограммов, но он пройдет по любой скале. Армия потеряла комфорт, но получила абсолютную мобильность. Изменился и рацион. Главным блюдом стал паксимодион — хлеб двойного запекания. Твердый, как камень сухарь. Он мало весил и не плесневел месяцами. Плюс соленое мясо и лук. Ничего лишнего. Но главное, солдаты сами стали грузчиками. Каждый легионер теперь нес свой многодневный паёк на спине. Суровая муштра превратила пехоту в тяжеловозных животных. Зато теперь, если часть мулов гибла, армия продолжала воевать. А чтобы не зависеть от тыла, легкие диверсионные отряды заранее закладывали тайники с зерном прямо на маршруте наступления. Июль 1014 года. Обновленная система прошла главный краш-тест. В долине реки Струма болгары перекрыли узкий проход мощной деревянной стеной — демой. Они были уверены, упершись в преграду, византийцы съедят все припасы и уйдут ни с чем. Но армия Василия больше не зависела от скрипучих телег. Они встали лагерем у горы Беласица и спокойно начали осаду. Недели шли, а еда не кончалась. Интенданты работали безупречно. И пока основные силы били в лоб, стратег Плавдива Никифор Ксифиас совершил невозможное. Его отряд обошел гору по козьим тропам, где старый обоз никогда бы не прошел. Солдаты несли сухари на себе и шли сумасшедшим темпом. Удар в спину. Оборона болгар рухнула. Армия уничтожена. Эту победу принес не прорыв закованных в сталь катафрактов. Ее принесли точный расчет калорий, мулы сагмари и солдатская выносливость. Византия вернула себе Балканы. Это был чистый триумф инженерии и византийской бухгалтерии. Но любая сложная система со временем ломается. Спустя полвека фемный строй прогнил. Земли скупили крупные олигархи-динаты, казна опустела. Склады аплектов перестали пополнять, логистические цепи рухнули. И в 1071 году при Манцикерте огромная армия императора Романа IV Диогена просто не смогла себя прокормить, став легкой добычей маневренной конницы сельджукского султана Алп-Арслана. Настоящая история военных поражений пишется не на поле боя. Она прячется в пустых амбарах, в сломанных тележных осях и в забытых книгах складского учета. Без грязной работы тысяч счетоводов и погонщиков любая имперская гордость быстро превращается в пыль.